Всем привет, вы на YouTube-канале Виктор КС, друзья мои. Пятница, развратница. Ой, слушайте, вообще по кайфу выхожу из дома в 9:20. В 9:20, это что-то с чем-то. Сегодня мы отправляемся, немножко поработаем на мусоровозе. Заработок денег на мусоре, как всегда. Короче, вообще день сегодня насыщенный. Если вам сейчас все расскажу, вы же смотреть не будете, правильно? Поэтому отправляемся за мусоровозом, ставить контейнер, и в процессе всего своего рабочего дня я буду рассказывать. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Витек, у меня два YouTube канала, основной и вот этот. Основной называется «Мусорщик», веду я его уже 5-й год, скоро будет 200 тысяч подписчиков, так что новых зрителей очень там ждем, там снимаем про людей леса, которые живут в лесу, Кстати, да, сегодня там выйдет новый видеоролик. Василий Иванович, человек с одной ногой, очень интересно. Вот, рекомендую. Ссылочка в закрепленном комментарии. Ну и второй YouTube канал только начал, вот, поэтому показываю здесь, как я живу, как я зарабатываю, рассказываю про мотивации, про доходы. Всех сейчас интересуют на самом деле доходы. Большинство, как бы вы ни писали комментарии, большинство людей все равно интересуют доходы. Ну что ж, отправляемся работать. Напоминаю, для тех, кто не знает, я владелец 2 мусоровозов. Вот, прекрасный муж и папа 2 детей. Ну, может, это лишнее. Все, поехали. Может быть, по фаре и по колесу кто-то напишет, что это за автомобиль. На нем именно я добираюсь сегодня до работы. Если до сих пор вы не поняли, я индивидуальный предприниматель. И организация у меня по вывозу мусора. Вот так вот. Так что можете всегда обращаться. Минск, Минский район. Без проблем поможем. Аренда строительных контейнеров до 8 метров кубических. Также по приятельским связям. Экскаватор, мини-экскаватор, ломовоз до 40 кубов. Снесем любой дом, вывезем любой мусор. Что еще? Мини-экскаватор, экскаватор. Мусоровозы, самосвалы, 20 тонн, песок, щебень, гравий, но это только в пределах, наверное, станции Радошковичи, городского поселка Радошковичи, деревня Вязанка, Пролески, Турковщина, вот по месту самосвалы. Ну, потому что здесь карьер, никто далеко ездить не хочет, это у меня у товарища. Покатили за мусоровозиком. Тем временем, ребята, на улице уже полноценная весна. 9:30, 4 градуса тепла, как приятно. Сегодня до 10 тепла, и это очень-очень радует на самом деле. Красота. Скоро, гляди, на рыбалочку съездим, на карасика. Вот она, ребята, наша красоточка, наш мусоровозик. Сейчас будем заводить. Чумазенькая немножко. Слушайте, ну что, я снимал, как я ее сам собирал, преображал, все это показывал. Что же меняется в результате работы? Вот уже больше года я на ней. Ну да, это в мае я начал ее преображать, в прошлом году, в марте начал преображать, да. Вот, что же поменялось на самом деле за все это долгое время? Помните установку пескоструил, но вот он результаты пескоструйки. 2 раза грунтовал, 2 раза красил жирным слоем. Тем не менее, соль не оставляет равнодушным ничего. Ну, тут мы тогда уже пескоструем пробили. Короче, рыжики повылазили, но не сильно. Машина эксплуатировалась. Вот. У нас такой вот есть повторитель поворотов. Вот недавно совсем. Смотрите, вот так вот его доской на свалке подцепила, провода обрезала. Ну, это больше, наверное, из-за того, что, может быть, я неправильно тут проложил кабель как-то. Ну, вот, хотя не знаю. Установочка ведет себя прекрасно. Ничего нигде не ведет, ничего нигде. Хотя подтяжки уже определенные требуют. Вот, видите, немножко расслабилась. Надо вот эту струбцинку подтянуть. Очень мощная, кстати, струбцинка. Вот. Что же еще у нас за год случилось такого, ну, страшного? Ну, диски стали стремнее. Но они больше в грязи ежели. Ну, тоже ржавчина повылазила, хочешь не хочешь, соль. Хотя, кстати, зимой я ездил мало. Вот, где-то я сам случайно вот тут вот на свалке уперся, фонарь побил. Лампочка целая, просто вот проломал, надо менять. Ну, это расходники. Вот тут меня бульдозером подцепили были, доставали. Да, такое тоже бывает. Ну, вот, что же еще? Обходим в круг. Ну, диски, как я сказал, слегка подржавели. Ну, так не критично. Были пробитые колеса. Крыло. Кстати, тут расставил новое. Старое также заворачивалось, я не знаю почему. В общем-то, всегда вот заворачивается. Почему-то этой стороной цепляю больше мусора правой. И всегда что-то подцеплю, его выворачивает. Вот так вот. Ну, надо подушки накачать, поднять на место поставить. Его выворачивает. Что еще? Что еще? Ну вот тут тоже была доска поднялась, обломал брызговик. Вот тут выходил у меня повторитель поворота. Габарита. Вот вместе с ним, соответственно, обрыв этого габаритика произошел. Ну вот. Эта доска поднялась, крыло снесло. Были установлены новые пружинные амортизаторы за кабину на свежую рамку. Вот уже один вытек. Уже один мартер вытек, можете смотреть. Качание по свалке. Вот так вот кабины. Вправо-влево. Возможно, быстро езжу. Заканчивается передняя резина. Скоро наш на монтаж. Все, это уже спорт-колесо. Вот, видите? О, что тут? Думал, железо. Не. Короче, спорт-колесо. Все уже закончилось. Резину переобувать. Ну, год отъездила. Есть дефект бампера. Тоже поднимались доски на свалке. Но бампера
На зеленый один раз меняли, на это еще ни разу. Вот тут треснул. Тут, это все. Но этот еще можно снять, перекрепить, с той стороны шиной металлической, покрасить. И будет, в принципе, неплохо, но так еще визуально очень-очень даже крепкий. Вот такие вот дела за год эксплуатации мусоровоза. Ну, про зеркала молчу, понятно, там вот. Я верхнее зеркало сломал был на дачах, а эти уже, видите, тоже пластик, все такое. Все под замену, короче. Как-то так. Менял щетки, заливал бывайку, менял масла, фильтра, всему тому прочее. Помните, да? Вот, сейчас все на металле, все красиво здесь. Но вот, тут тоже все пока нормально. Ну все, ребят, заводим, едем работать. Путь дорожку. Лепота, не природа, друзья мои. Красота, погода. Сегодня пятница, сегодня всего лишь один рейсик. А вот в воскресенье будет день максимально насыщенный. Там, наверное, рейса 2 стабильных есть. Будем снимать контент на свалке обязательно. Приехали, друзья мои, ставить контейнер в некую вёску. Опять заказали нас наши благоустройщики. Весна идет полным ходом, благоустраивание участков идет полным ходом, вывоз грунта. Никого нет на объекте, поэтому сам ставлю и уезжаю домой. Что делать? Правильно. Заниматься такими делами, О, ребят, я прям люблю такие заезды. Вот ступенька, вот ворота, вот дистанция. Сколько тут? 12. Как мне туда пролезть? Ладно, по ступенечке. Оп. Ё-моё, блин. А что с этой стороны? Ну с этой стороны было чутка побольше, сантиметров 15. Обалдеть. Вот это ворота. Вот это... Ну что, ребята, пока я катался туда-сюда, сюда-туда, прилетел еще заказик. Поедем поставим. Недалеко, город Заславль. Приятненько. Ну что, друзья мои, 11:30, контейнера расставлены, это прекрасно. Впереди выходные, бабосики уже капают. Один из косяков и минусов, то что их придется забирать и менять в воскресенье. Но это будет очень интересно, мы будем много раз посещать свалку. Будем пилить там контент на YouTube-канал Мусорщик. Сейчас я отправляюсь в город. Завезу детей, не знаю, завезу ли я или сестра, сейчас будем созваниваться. Вот, потом еду на строительный объект, смотреть полномасштабный снос дома. Но буду не я им заниматься, я буду передавать его друзьям, но тем не менее моя задача все оценить и посмотреть. Вот, ну, конечно же, на чай с кофе пацаны кинут обязательно. Вот, так, что же еще? Потом поедем в город. У нас на заказ сделана тумбочка с умывальником в ванную комнату на 2-й этаж. Ну, у меня в доме 2 этажа. Вот. Короче, все буду рассказывать и показывать. Сегодня без всяких нотаций, нравоучений и чего-то там еще супер умных мыслей. Сегодня просто пятница, сегодня просто кайфуем. Одно, ребята, хочу рассказать. Сегодня пятница. Я вам покажу, как топлю баню. Обязательно. Сегодня мы топим баню. Завтра не получается. Завтра работы много. Завтра барахолочка. Вот. К тому же завтра после барахолочки поеду к Женьке на дачу, к моему другу. Он купил себе дачу. А так получилось, что у него 25, больше соток. Короче, у него по огороду, прям по огороду, когда-то в 70-х годах шла дорога в какую-то там деревню. А сейчас это его огород, деревни давно нет. Либо шла прям деревня, короче, там что-то какие-то смещения по картам. Вот, он говорит, приезжай, погуляем с металлоискателем. Ну, короче, после барахолки вот поедем чистить Женькин участок от пробок. Вот, поэтому сегодня баня обязательно. И сегодня я покажу, как я жарю карасей. У меня есть караси живые. Я их всю зиму содержал в бассейне. Вот, ну, в котором обычно летом плаваем, но на осень я купил ведро карася. Крупного не было, карась мелкий, ладошечник, вот. Но, блин, он вкусный, он сладкий, он вкусный, он молоденький, он офигенный. Если вы скажете, что карась костлявая рыба, то я вам хочу сказать, что надо уметь просто приготовить, но об этом я вам все расскажу и покажу обязательно. Поэтому оставайтесь в ролике до конца. Вот, карась для меня самая вкусная рыба на самом деле. Вот прям самая-самая вкусная рыба из всех рыб, которая может быть, это карась. Ну, ладошечный, конечно, не очень, если бы хотя бы такой ладошки 2, вот. Это самый размер карася. Вот грамм 250-300, больше просто не надо эти монстры по килограмму. Вот, это вкусный молоденький карасик. И все без косточек, все вкусно. У меня 2 детей, они прекрасно его кушают, всем нравится. Обязательно покажу. Вот, ну все, ладно, едем. Приехали домой, друзья мои. Ну так, немножко покажу. Вот мой дом. Живем более года уже. Вон Сабик стоит, на рынок завтра поедет. Прицепчик загружен. Во дворе на самом деле у меня полный хаос. Отца Мерседесик стоит.
Куплено плитки 230 квадрат. Сейчас покажу. Отсыпали в прошлом году весной. Выбрали котлован здесь. Вот въездные ворота, короче, под метр глубиной. Засыпали песком. Потом гравий 5,20. Вот, и, короче, уже год по всему этому катаемся. Здесь будет уложена у меня тротуарная плиточка. Вот она куплена. По-моему, называется «Новый город». 3 цвета брали. Вот, 230 квадрат. Все вокруг дома будет сделано плиткой, отмостки. Но это в скором времени. А вообще во дворе у меня пока что хаос. Хаус. Это когда-то старый дом был. Я разобрал крышу и решил сделать с него дровник. Вот убираю мусор потихонечку. Дровник не дозашил доской в том году, не успел, накрыл андулином. Крыша была двухскатка, а я сделал дровник. Это доски, которыми отапливают дом. Ну, на объекте разбирали крышу. Вот, бесплатно несколько контейнеров привез, потихонечку режу и топлю домик. Ну, как-то так. Ну что, к баньке. Тут у нас еще плитка, еще плитка, еще плитка, еще плитка и еще плитка. Завезен растительный грунт, очень классный. В дальнейшем, когда положится плитка, в принципе, траву мы подсеивали, растет кое-какая, но слабенько. Ярика с Леркой качали горка. Вот, поэтому хочу, когда плитка устелится, я завез, по-моему, тут 3 машины, там 2-5 машин растиловки. Ну вот, все это рассеем, и будет у нас красивая газонная трава. Так, бассейн. На зиму я не сливал. Это сейчас я его немножко слил. Ну вот. У меня в нем зимовали караси. Не знаю, видно или нет моих карасей. Сейчас возьмем сачочек. Вот такой у меня сачочек. Ну, они такие быстрые. Надо спускать. Я их сегодня не отловлю. Воды вроде как будто бы мало, но... Так, хотел же я вам показать. Давайте вот так вот сделаем. Хоп-хоп-хоп-хоп. Вот такие карасики у нас. Сегодня будут на жарочку. Сейчас немножко слить воды. В принципе, будет легко поймать. Тут где-то штук 35 плавает. Но вот бассейну за зиму ничего не стало. Не сливал, стоял полный, замерзал, промерзал. Проблем нет. Рыба живет без проблем. Вот, вообще в дальнейшем хочу там пруд выкопать, застелить себе пруд, чтобы у меня ловилась рыба. Вот моя банька. 2,40 на 6. Сегодня будем ее топить. Тоже ничего пока еще не благоустроено. Как я сказал, живем всего лишь год. Планирую к баньке достраивать террасу. Я уже как-то на основном канале показывал баньку. Вовнутрь зашли. Большая комната отдыха. Вот. Стол, 2 рундука. Вентилятор я сам делал. Помывочное отделение у нас есть. Но им зимой не пользовались. И парное отделение. Вот. Ну, после последней парилки немного там листья, срач, так сказать. Все уберем, все наведем порядок. Клапана вытяжки, камни. 120 килограмм загрузка печки. Идеально, не знаю, балдеем просто. Банька, это просто балдеж. Это вещь для души. Это полог выдвижной. Можно его вот так вот задвинуть, короче, туда. Можно выдвинуть, если детям посидеть. Места хватает. В бане сидели. В 5 стабильно сидели. Может, даже в 6, точно уже не помню. Ну, короче, места очень много. Высокое, хорошее. Короче, вот так все выглядит. Дети тоже любят. Стол поднимается, превращается в спальное место. Тут у нас такие натуральные тряпочки. Ну, не тряпочки, застилочный материал. Не знаю, какой-то лен, хлопок. Ну, короче, что-то вот такое натурально классное. Теща привезла 2 больших панорамных окна. Это кайф. Ну что, едем в город. Еще рано топить баню. Сейчас отправляюсь на строительный объект, немножко напутал. Да, я живу рядом с железной дорогой. Электричка, Минск, Молодечно. Сейчас отправляемся на строительный объект оценивать снос 2-этажного дома. Интересно, конечно. Вот такой демонтаж. Вот. Потом едем в город. Мне надо забрать тумбочку в ванную комнату, в раковину. И хочу посмотреть аккумуляторный металлоискатель. У меня сдох. Ой, дороженьки, я рулю с объекта. Вот что-то не додумался для вас подснять контентика. Но ничего страшного. Я туда еще обязательно приеду, скорее всего, во вторник вывозить всякий старый хлам на барахолочку, да. Огромная библиотека, много всяких советских приколюх. Короче, дача 2 этажа под снос. Звонок сбил. Короче, дом в 2 этажа, деревянный, полно советского хлама. Все это будем выгружать и забирать. А дом полностью под снос. Скорее всего, будем мы его ломать нашим ломовозиком, друзья мои. Вот это будет офигенный контент. Все, лечу в Минск, забираю мебель для своего санузла. Еще аккумулятор для металлоискателя. Кстати, где он у нас? Аккумуляторчик. Вот такой вот аккумуляторчик у меня. Приказал долго жить. Вот, попробую найти. И контактную группу для сварки полуавтомата. Как пойдет, не знаю. А потом едем топить баню, жарить шашлыки. Ну, обо всем по порядку. Такая вот у нас супер пятница. Радиорынок, друзья мои. Радиорынок Ждановича. Покупал батареечку металлоискатель.
вещь нужная. Поэтому скоро поедем копать. Искать, развлекаться. Что, друзья мои, пятница. Думаю, а не прикупить ли мне китайца электрического, а? А то езжу на барахолку на ерунде какой-то. Да ладно, Сабо на китайца не променяю. Хотя, променял бы, если бы у китайца были фаркопы. А так прицеп не за что цеплять. Ладно, пойду забирать свой шкафчик с мойкой. Формат плитки мини 160 на 320. Прикиньте, сразу стена, короче. Это пошли технологии. Так. Какой этаж? 5-й? Стеклянный лифт. Вот это же. Нормально. Может, 30. Как вам, друзья мои? И это с разложенным сиденьем под потолочек. Затарился. А еще что для себя купил? Интересную штучку. 10 рублей. Выгорела у меня вот такая вот мама на полуавтомате. Пек уже, так пек, друзья. Новый сварочный сезон начинаем. Погнали баню топить. И жарить карасей. Рецепт же обещал. Короче, заколхозил я свой металлоискатель. От старой батарейки отрезал просто шнур. Вот что ты снимаешь? Это вот интересно. Конечно. Знаешь, как я его давно хотел вот посмотрите, починить? просека и лед, просека. Вот сейчас как добавляется лед в просека. Смотрите, оп. Аж руки затряслись. Оп, вот это интересно. Короче, если что, это они меня подкалывают. Но главное, у меня теперь работает металлоискатель. И мы завтра после барахолочки отправимся на поиски, ребятки. Ой, значит, тебе надо будет... Кайфушечки, кайфушечки. Я почти электрик без паяльника. Так, краткий лайфхак. Как откачать воду с бассейна. Закидываем шланг в бассейн, так, и подключаем воду. Воду подключаем от крана. Ну, вот у меня вот так вот. Все, открыл кран, вода течет. Вода течет в бассейн, правильно, но нам надо из. Закрываем кран, снимаем шланг. Друзья мои, вот я в школе плохо учился, но кое-что выучил. Поднимаем очень-очень высоко, выше своего роста и выше бассейна. Главное, выше бассейна. Идем на спуск с горочки. У меня есть уклончик. Шланг держу выше головы. И потом что делаем? Просто кидаем. Физика. Пока бассейн стекает, и мы будем вылавливать карасей, мы уже распалили баньку. Только-только начало гореть. Как обещал, рецепт приготовления карасей. Стол берем уличный, одна штука, которого не жалко. Ну, чтобы потом спалить на дрова. Ну, вот, он будет у нас уже на улице, уже весна. Разделочная доска, керамогранит, 30 на 60. Остатки от ремонта, очень удобно. Тазичек, ножичек, хороший, острый. Главное, чтобы нож был острый. Все, и идем за карасями. Так, мой любимый подсачек, специально для карасей. Ну, точнее, любимый подсачек моего сына. И начинаем извлекать. Карасей понадобится много, компания большая. Что ж, отловили какую-то часть карасей. Ну, вот такие хорошие карасики. Вот, но это еще не все. Идем разделывать. Если большая компания и вкусно приготовленный карась, так его много не бывает. Хотя у нас будет еще и шашлык. Так, чистим карасика. Вскрыли, открыли. Вот, сняли шелуху. Что же делать дальше, чтобы было очень вкусно? Ну, да, удалять надо шелуху. Сейчас покажу вам. На карасике спинка, ее надо мелко нарезать. Как это делаю я? Вот так вот надрезаем, друзья мои, всю спиночку. Промываем все это еще разок. Сейчас покажу. Между подготовкой карасика не забываем подкидывать дрова в баню. И тут сразу вопрос. А зачем вы, Виктор, карасям режете спину? Ну, для тех, кто рыбу ловит и готовит, наверное, кто-то в теме, кто-то нет. У карасей есть такая в позвоночнике Г-образная косточка. Вот, именно потому вам невкусно его кушать, и вы считаете эту рыбу костлявой. Когда мы нарезаем спинку, мы ее перерезаем. И при хорошей жарке эта косточка выжаривается, ее вообще не чувствуется. И рыба получается как будто бы без костей. Ну, в общем-то, покажу вам. Так, ну что, вот так у нас получились карасики. Рецепт маринада простой. Любая рыбная приправка и полбаночки соевого соуса. Часик вот так это все дело настаивается. Обваляли в муке. Подсолнечное масло на сковородочку, ну, в моем случае оливковое. И жарим. Ну, кто-то любит по суше, кто-то нет. Я люблю как чипсы. Кто-то любит, чтобы вот вкусно было. Тут уже на вкус. Сегодня мы это дело будем готовить все на костре.
Так, банька с открытыми всеми помещениями, 59 градусов. В принципе, можно потихоньку начинать греться. И распаливать костер для шашлыка и рыбки. Как-то так. Такая вот у нас пятница. А у вас? Так, ну что, ребята, уже кромежная темнота. Мы попарились, распалили костерок. И вот так вот жарятся карасики. Смотрите, в муке просто обвалял, да? И масло побольше. Вот такая у меня посудина есть на мангальчике. Сейчас принесем шашлычок. И, в общем-то, дальше пойдут еще немножко легкие спиртные напитки в виде там красного вина, например, или белого вина. Ну, кому что нравится. И вот такая вот пятница по кайфу. Но это еще не конец. Ну, финалочка. У меня получились вот такие зажаристые караси с корочкой. Вот тут вот все косточки пережарены. Просто приятного аппетита, друзья мои. Вечер пятницы подводим к концу. Всем здоровья, всем добра. Завтра у нас барахолочка. Все буду для вас снимать и показывать. До новых встреч. Всем пока.